Далее, вот буквально сегодня появились вопросы у нас на сайте. Вас просят прокомментировать стрельбу, которая произошла в Кизляре, и многие пользователи отмечают возраст стрелявшего 22 года. Да, одни источники дают 22 года, другие дают 23 года. То есть мы видим подгонку под 22 года. Опять же, страновики не умеют играть в игры. Глобальщики, вот как отличается нумерология страновиков при каком-то событии от нумерологии глобальщиков. У глобальщиков нумерология вписана в матрицу, а у страновиков она подогнана искусственно. Это просто все очевидно. Вот когда смотришь, если в матрицу это вписалось, это сделали глобальщики. Если это подогнано искусственно, это сделали страновики. Но здесь все еще, сказал бы смешнее, но трагичнее. Дело в том, что на прошлом вопросе-ответе был вопрос о борьбе коррупции в Дагестане. И о том, что очень сложный регион. Я и тогда сказал, вот с этим сложным регионом, если вот так вот исходить, доиграетесь. Национальную карту не надо разыгрывать. Это регион со своими особенностями, но это стандартный регион России. Обычный, как и все другие. Обычный. А чем он в этом плане, в сложности имеется в виду, отличается, например, от Ростова-на-Дону или от Иркутска? Там сложнейшие вопросы. А чем он отличается от тех регионов, которые были до Дагестана? Что, там было гораздо проще? Да там было значительно сложнее, только там своя местная специфика. Вот. Везде местная специфика. Но там как бы эту местную специфику списывается. А на каком основании она списывается? Еще раз повторю, вы попробуйте решить эту местную специфику в Ростове-на-Дону или в Иркутске. А вот говорят, вот здесь вот на национальную почву пытаются вывести. Ведь что? Коррупционеры везде защищаются. Защищаются теми средствами, которыми они могут. И им наплевать на интересы своей страны, интересы своих людей, своего ближайшего, в принципе, окружения. Вы посмотрите, вот почему Кадыров сразу жестко по этому поводу высказался. Да потому что он видел своих коррупционеров, которые довели страну, вот Чечню, до того состояния, из которого приходилось ему вытягивать. Войну-то привели вот эти коррупционеры, которые хотели грабить, жить вне зависимости. А здесь будет война. Так ничего, я за рубежом буду жить. Как же так? Твои же братья, твой народ, у них война, они погибают, а ты за рубежом живешь на наворованные деньги. Или пусть даже в Москве. Тебе комфортно. Но ведь так же было с чеченскими коррупционерами, которые подпитывали войну в Чечне. Туда же съехались бандиты со всего мира, которые стали чеченскими бандитами в смысле территориальности. Но сами-то они были разного рода племени. Разве не то же самое сейчас происходит в Сирии? Когда с Башаром Асадом оказываются неразрешимые проблемы о том, как будем, вот пусть государство будет, да, но вот есть кусок государства, который будет работать мне на карман. Обычная позиция всех коррупционеров. Именно вот отсюда выходят все эти политические, политические оппоненты, которые воюют против Башара Асада. Те, которым страна хоть в какой-то мере дорога, те участвуют в переговорном процессе и в Астане, и в Сочи. Но не надо вот эту вот группировку, которая сбила наш самолет, когда погиб Филиппов. Вот. Она, это чистая креатура Соединенных Штатов, ее специально подписали под Турцию, специально завели на Астанинский процесс, что она не участвовала в Сочи, психанула, опять же Турцию там подставила, и потом, чтобы был конфликт между Россией и Турцией. А в общем-то группировка чисто американская, чистая, на 100% американская. Вот. Так вот, везде коррупционеры одни и те же. Они используют доступные им механизмы для собственной защиты. Ах, нас начали садить? Так мы здесь сейчас будем все взрывать.
Мы сейчас будем войну организовывать. Вы нас тут, понимаете, тронули, и мы тут местные царьки, как хотим это. А на народ им наплевать, абсолютно. И проблема Дагестана, она сложная, но она решаемая, потому что и муфтият, и Русская Православная Церковь, все заинтересованы, есть инструменты решения. А вот у нас на Дальнем Востоке проблему АУЕ решать. Каким образом? А это сложнейшая проблема, еще сложнее, чем в Дагестане. Почему мы не говорим, что там сложный регион, а сложный регион в Дагестане? Там есть возможности решения, там есть диалог, трудный диалог, а здесь есть, возможность решения, они всегда есть, но там структуры есть, которые понимают какие-то задачи и как-то решать. А как проблему с АУЕ решать? Как, вот говорят, в церкви расстреляли. А у нас вот недавно в Перми, в Улан-Удэ напали на школьников. Чем это отличается преступление? Поэтому еще раз говорю, не надо играть с национальным вопросом. Надо понимать, что у каждого региона есть собственные особенности каждого региона. Но просто потому, что все регионы особенные. И вот надо просто реально решать их. А не начинать шантажировать, что мы тут что-то устроим. Шантажируют, повторю, только коррупционеры. Они вот этому парню заморочили голову. Он взял ружье и пошел убил невиновных людей. С результатом определенным для себя. Но решал-то он вопросы только то, чтобы вот это коррумпированное руководство продолжало воровать. И осталось при власти. При власти, при деньгах. А то, что будет война в Дагестане, вот это все вороватое руководство их абсолютно не волнует. Как не волновало руководство Чечни, которое привело войну в Чечню. Пусть спросят у Кадырова, у чеченцев, чем это оборачивается для простого народа. И надо понимать, голову надо везде включать. Но, слава богу, говорю, здесь как бы есть кому включать голову и есть кому работать. Вот. Проблема АУЕ значительно сложнее, нежели проблема Дагестана.